Здравствуйте! Мы с вами продолжаем занятия по психологии. На предыдущем занятии мы с вами разбирали результаты взрослого лонгитюда, который получил название Grand Study, и остановились на периодизации, которая была предложена по результатам этого исследования. Я бы хотела продолжить сейчас эту тему и завершить ее. И мы с вами сейчас остановимся на тех, собственно, идеях, да, которые были связаны с постановкой первоначальных целей этого исследования. И нам с вами следует остановиться на так называемой теории адаптивного механизма, которую предложил Джордж Вайланд. Мы с вами помним, что это тот американский психолог, который, в общем-то, публиковал основные результаты этого исследования. И в чем заключается вот эта вот теория адаптивного механизма? Как я уже говорила, в общем-то, основная идея по результатам наблюдений за взрослыми людьми, которая пришла исследователям, она заключалась в том, что одни из центральных таких проблем и задач, с которыми встречается человек в своей взрослой жизни, это различные трудности, различные препятствия на пути к достижению цели. И, собственно говоря, вот содержание взрослой жизни зачастую связано с тем, что взрослый человек ищет способы эти трудности преодолеть. И для того, чтобы понять, каким же способом, каким же образом взрослый человек эти трудности преодолевает, в общем-то, в батарею исследовательских методик этого проекта лонгитюдного Grand Study были включены различные психологические тесты, в том числе те психологические тесты, которые были связаны с исследованием доминирующих защитных механизмов личности, которые использует данный конкретный человек. И что же получилось в результате? Получилось в результате то, что действительно на основе обобщения этих данных была сформулирована вот эта концепция адаптивного механизма, и понимание адаптивного механизма было как раз сформулировано на основе тех защитных механизмов личности, которые в известной степени оказались предикторами позитивных взрослых достижений. Что же получилось в результате? Да? Мы с вами по материалу первого нашего раздела нашего курса мы помним, что в классическом психоанализе были описаны защитные механизмы личности как некоторое такое явление. Был предложен некоторый, так сказать, перечень этих защитных механизмов, классификация защитных механизмов. И, в общем-то, в течение XX века это учение активно развивалось, и, соответственно, такого рода тест был включен в батарею методик. И что же в результате оказалось? В результате оказалось следующее, что, как и ожидалось, в общем-то, защитные механизмы типа сублимации оказались позитивными в плане предсказания взрослых достижений. То есть действительно вот эта стратегия человеческая, переадресовывать какие-то либо социально неприемлемые импульсы, либо те импульсы, которые не могут найти себе применение и удовлетворение в тех условиях жизни, в которых живет данный конкретный человек. Переадресация этой энергии, этих импульсов в социально приемлемое русло, она действительно, эта переадресация оказалась значимой, важной и оказалась одним из предикторов взрослых достижений. В общем-то, мы с вами в первом нашем разделе как раз говорили о том, что в классическом психоанализе вообще вся культура понимается как, в общем-то, такой большой разветвленный результат сублимации различных видов энергии. А энергии, в общем-то, по большому счету всего два вида. Это энергия жизни, энергия эроса и энергия разрушения, энергия смерти, то есть энергия Танатоса. И, соответственно, здесь был результат предсказуемый. Также было получено, так сказать, подтверждение того, что такой защитный механизм, как альтруизм, то есть предложение другому человеку поддержки и помощи вне зависимости от
ожидаемой выгоды от этого действия, в общем-то, тоже оказались весьма важными такими предикторами взрослых достижений. Да, оказывается, вот действительно добро, оно, так сказать, возвращается человеку, и этот механизм в жизни тоже работает. И были получены несколько результатов, которые оказались для исследователей неожиданными, которые были связаны с тем, что также предикторами взрослых достижений оказались такие доминирующие защитные механизмы, как вытеснение, как проекция, как отрицание. И, в общем-то, для исследователей это действительно было странно. Почему? Потому что в классическом психоанализе эти защитные механизмы считаются грубыми, и они считаются такими защитными механизмами, которые ведут человека к неврозу. И вот здесь как раз, так сказать, возникло вот это как бы обсуждение того, а почему так получилось. И в общем и целом исследователи пришли к выводу, что выборки, на которых проводились наблюдения психоаналитиков, и выборка исследования гранд-стадии — это, в общем-то, действительно разные выборки. Если для представителя классического психоанализа его, так сказать, выборка наблюдений — это прежде всего люди, больные неврозом, то для гранд-стадии специально подбирали выборку молодых людей, здоровых, целеустремленных, честолюбивых. И вот, так сказать, оказалось, да, что на такой выборке защитные механизмы, которые виделись как такие невротизирующие в классическом психоанализе, они оказались неплохо работающими. И, в общем-то, действительно исследователи пришли к выводу, что необходимо продолжать обсуждать проблемы защитных механизмов. Эти проблемы до сих пор, так сказать, дискутируются. То есть вопрос на самом деле очень серьезный, очень важный практически. Связан он с тем, вот если у человека есть тот или иной защитный механизм. В классическом психоанализе предполагается, что желательно его работу осознать, и желательно, в общем-то, как-то уходить от того, чтобы этот защитный механизм работал, чтобы он, вот можно сказать, так сказать, автоматически, бессознательно срабатывал. То есть необходимо, так сказать, по мнению целого ряда психотерапевтов, отслеживать эти процессы и, в общем-то, вот стараться иметь максимально такую реальную картину своей жизни, своего состояния и так далее. И на самом деле вот не зря те психологи, православные психологи, которые получили психоаналитическую подготовку, мы с вами говорили, упоминали такое, в частности, такую крупную фигуру в этой области, как православный психиатр и психотерапевт Владета Еротич, сербский психотерапевт. Вот как бы его работа могла, так сказать, быть вот связана с такого рода моментами. Многие православные психологи также видят некоторую такую заслугу классического психоанализа в том, что это направление показывает вот такую действительно глубокую падшесть человеческой природы, которая постоянно как бы лжет самой себе, оправдывается, как бы забывает, отрицает, вытесняет. И вот действительно вот эта дискуссия, она имеет очень серьезную как бы основу. Почему? Потому что действительно вот на здоровой выборке оказалось, что такого рода защитные механизмы, вот эти грубые защитные механизмы, они могут оказывать какую-то такую позитивную помощь человеку в достижении каких-то его жизненных результатов, да, в достижении каких-то его жизненных целей. Безусловно, здесь для вот православно мыслящего человека очень большой вопрос, а какие это цели, да? То ли это такие гордые амбиции, то ли это действительно вот такая работа на пользу, да, обществу, на благо людей. Вот это вот как бы, безусловно, для православно мыслящего человека является очень важным. Но, тем не менее, вот на каких-то важных таких отрезках вот эти защитные механизмы могут работать.
И вот по опыту психотерапии, в общем-то, также известно, что если вдруг удается, да, у человека вот как бы убрать, да, вот работу этих защитных механизмов, и он, ну, может быть, несколько преждевременно окажется вот лицом к лицу с своим лицом, похожим на истинное, да, на то, которое есть на самом деле, да, то, в общем-то, для человека это может быть весьма разрушительно. То есть психологи действительно пришли к выводу о том, что защитные механизмы могут вот такую оберегающую функцию осуществлять, и в этом может быть их положительное значение, по крайней мере, на каком-то этапе жизни человека. Итак, вот действительно это такая очень сложная, комплексная дискуссия относительно того, что, так сказать, делать с защитными механизмами, как понимать их роль и что, так сказать, практически предпринимать в процессе психологической помощи. В общем-то, вот это действительно такая до сих пор открытая дискуссия. И, в общем-то, вот мы с вами немножко можем здесь забежать как бы вперед. Дело в том, что во второй половине XX века уже начали в продолжение того, что Вайланд уже написал о концепции, да, о теории адаптивного механизма как очень важной такой вот движущей силе развития человека во взрослости. В общем-то, вот были разработаны, так сказать, различные такие модели, которые, собственно, нацелены, сфокусированы на том, как человек преодолевает трудности, и там появляется вот это вот относительно новое, да, вот учение о копинг-стратегиях, да, или о стратегиях совладания с трудностями, да, или стратегиях совладания со стрессом. То есть вот, безусловно, Гранд-стади здесь подтолкнула такого рода исследования и разработку, вот классификации вот этих вот копинг-стратегий или механизмов или стилей совладания с различными трудностями и со стрессовыми ситуациями. Итак, вот, значит, действительно, вот те данные, которые были получены, они оказались информативными, интересными. И вот каким образом Джордж Вайланд описывает то, какую роль играют вот эти защитные механизмы, которые составляют некоторое такое вот как бы ядро вот этого адаптивного механизма, так сказать, жизни человека во взрослости. В концепции Джорджа Вайланда действительно подчеркивается то, что роль вот этих защитных механизмов, всех тех, которые оказались предикторами взрослых достижений, заключается в том, чтобы, во-первых, удерживать как бы усилие в нужном направлении, чтобы оно не уклонялось, так сказать, в какие-то, так сказать, ненужные стороны. Затем это, безусловно, стремление как-то разрешать конфликты в окружении человека. Это, так сказать, обеспечение задач работы с собственными внутренними конфликтами, в частности, с конфликтами с собственной совестью. И кроме того, это как раз та работа, которую адаптивный механизм осуществляет, когда человек меняется в своей жизни. Вот мы с вами уже говорили, что человек встречается с многообразными трудностями. Это могут быть какие-то оперативные вмешательства по поводу тех или иных заболеваний, более или менее серьезных. Это могут быть какие-то травмы, полученные там в автокатастрофе или в какой-то аварии. Да? Вот это могут быть самые разные, так сказать, ситуации, в том числе ситуации продвижения по карьерной лестнице вверх или вниз. И эти все ситуации связаны с изменением я-концепции.
И как раз вот этот адаптивный механизм работает на то, чтобы эту я-концепцию как бы корректировать, менять, и в связи с этим менять свое поведение, свои взаимоотношения с окружающими людьми. Вот это весь тот комплекс функций, который выполняет адаптивный механизм, который, так сказать, основывается на доминирующих, так сказать, на некоторой системе, индивидуально сформировавшейся у данного человека, системе, опирающейся на защитные механизмы личности. Итак, вот действительно Джордж Вайланд сформулировал вот эту вот концепцию адаптивного механизма. И, в общем-то, вот если говорить о ответе, который был, так сказать, предложен по отношению к вопросам, которые были поставлены в самом начале, то есть каковы же в самом общем плане предикторы взрослых достижений, то, в общем-то, здесь были выделены на основе последовательных обобщений в самом крупном масштабе 3 фактора. Один из них звучал как организованность, второй как практичность и третий как целостность личности. Вот это 3 такие как бы вот самые общие факторы, которые оказались предикторами позитивных взрослых достижений. И, соответственно, вот это был, так сказать, один из ответов на первоначально поставленные вопросы перед вот этим исследованием гранд-стадии. Итак, вот мы с вами рассмотрели это исследование и остановились на том, что основная периодизация, которая была сформулирована, она, в общем-то, достаточно легко запоминается. Она идет десятилетиями. Да, десятилетие 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 и далее. И говорится о том, что вот на рубеже каждого десятилетия возникает более или менее глубокий личностный кризис, когда человеку приходится осмыслять свою жизнь, оценивать ее успехи и неуспехи и ставить какие-то новые задачи. И если обсуждать то, как соотносится периодизация, сформулированная в рамках гранд-стадии, и периодизация, предложенная Эриком Эриксоном, то, конечно, эта периодизация дает возможность более детального рассмотрения, в частности, периода зрелости, который у Эриксона обозначен достаточно широко. И, в общем-то, действительно позволяет подразделить этот широкий период зрелости, длящийся 30 с лишним лет, на отдельные подпериоды. И, в частности, вот очень важный, наверное, момент – это то, что вот это десятилетие 30-40, да, оно, как правило, выглядит как достаточно психологически благополучное, наполненное активной деятельностью, каким-то, так сказать, вот таким процессом, целеустремленным процессом решения определенных жизненных задач, которые личность себе поставила. И вот это, безусловно, очень важная деталь к периодизации Эрика Эриксона. И здесь, наверное, хочется привести некоторые наблюдения философов, да, и, так сказать, мыслителей, которые в известной степени подтверждают вот эти лонгитюдные эмпирические исследования гранд-стади. В частности, вот наш отечественный религиозный философ Василий Розанов, представитель русского зарубежья, он, в общем-то, отметил, что по его наблюдениям вот с человеком от 30 до 40, что называется, не о чем разговаривать, потому что он представляет из себя нечто вроде такого паровоза, который движется по рельсам на, так сказать, вот полной скорости. То есть вот у него задано некоторое направление, он никуда не уклоняется ни вправо, ни влево, и, собственно говоря, вот просто устремлен к тому, чтобы достичь некоторого пункта назначения. И это действительно в значительной степени вот перекликается, да, совпадает с тем, что описал Джордж Вайланд на материале вот этого исследования гранд-стадии. Действительно, это вот, как правило, такой психологически благополучный период, когда, в общем-то, цель ясна, возникли какие-то условия для этой, так сказать, для достижения этой цели, и человек, собственно говоря, занят вот этой такой вот работой, да, работой над какими-то своими задачками жизненными. А теперь вопрос.